Из леса вышла огромная бурая медведица и потащила по снегу тяжелый мешок прямо к ее дому. Старушка замерла от страха, а через секунду увидела то, что заставило ее выбежать на улицу. Настоящий ужас начался в тот момент, когда мешок вдруг зашевелился. Нина Васильевна жила на окраине маленького северного поселка у самого леса. Каждое утро у нее было почти одинаковым. В 6 часов она ставила чайник, заваривала крепкий чай и садилась у окна, глядя на заснеженные сосны. Так проходили ее дни уже почти 20 лет. Но однажды все изменилось. Ранним мартовским утром Нина Васильевна заметила странное движение у своего забора. Сквозь редкий снег она увидела крупную темную фигуру. Это был бурый медведь. Он медленно шел по снегу и тащил за собой тяжелый темный мешок. Нина Васильевна замерла у окна. Сердце забилось быстрее. Медведи иногда выходили из леса ранней весной, но так близко к дому они почти не подходили. Медведь остановился прямо у ее забора. Он тяжело дышал, пар клубился из пасти в холодном воздухе. Несколько секунд зверь стоял неподвижно, будто прислушиваясь, а потом осторожно подтянул мешок ближе и опустил его на снег. На мгновение медведь поднял голову и посмотрел прямо на окно дома. Нине Васильевне показалось, что их взгляды встретились. После этого зверь развернулся и медленно ушел обратно в лес, растворяясь между темных стволов сосен. И вдруг мешок слегка дернулся. Нина Васильевна выбежала из дома, даже не накинув толком пальто. Холодный ветер ударил в лицо, но она почти не чувствовала его. Руки дрожали, когда она наклонилась к мешку и начала развязывать обледеневшую веревку. Сердце колотилось так громко, что казалось, его слышно на весь двор. Наконец веревка поддалась. Она раскрыла мешок. Внутри была девочка, маленькая, лет 7, худая, вся в синяках, посиневшая от холода. Глаза были закрыты, а дыхание едва заметным. «Господи!» – прошептала Нина Васильевна. «Держись, милая». Она осторожно подняла ребенка на руки и понесла в дом. Через несколько минут уже дрожащими пальцами набирала номер скорой помощи. В больнице врачи сказали: сильное переохлаждение, травмы и следы долгих побоев. Девочку звали Лена. Ее мать, Марина, давно пила и почти не заботилась о ребенке. Когда состояние девочки стабилизировалось, ее отправили в детский дом. Нина Васильевна пыталась оформить опеку, но ей отказали. Возраст, маленький доход, отсутствие семьи. Но забыть глаза Лены она уже не могла. Через несколько недель Нина Васильевна решилась на шаг, который раньше даже представить не могла. Она пришла к дому Марины. Дверь была приоткрыта. Женщина лежала на полу среди пустых бутылок. «Хочешь вернуть дочь?» — тихо спросила Нина Васильевна. Марина сначала молчала, а потом расплакалась. Она призналась, что боится даже пытаться бросить пить, не верит, что сможет. Тогда Нина Васильевна сделала то, чего сама от себя не ожидала. Она потратила почти все свои сбережения и отправила Марину в реабилитационный центр. Пока та проходила лечение, Нина Васильевна добилась разрешения забрать Лену к себе хотя бы на несколько месяцев. Когда девочка впервые вошла в ее дом, она долго стояла у окна и смотрела на лес. «Это моя комната?» — тихо спросила она. «Твоя», — улыбнулась Нина Васильевна. В ту ночь в доме, который почти 20 лет стоял тихим и пустым, впервые слышалось спокойное детское дыхание. И Нина Васильевна поняла одну простую вещь. Иногда судьба приходит к человеку не через людей, а через бурого медведя, который однажды приносит к твоему забору мешок со спасенной жизнью.